Рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня я продолжаю обзор фильмографии известных актеров, которые есть у меня в коллекции. И сегодня я хочу показать вам фильм известного американского актера, продюсера, сценариста Эдварда Нортона. Какие есть фильмы с его участием в моей коллекции. И хочу начать с наиболее известного, или одного из самых известных фильмов с его участием. Это фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», где вместе с Эдвардом Нортоном снялся Брэд Питт. В данной картине Эдвард Нортон играет главную роль. Такое вот издание бойцовского клуба. Далее, единственный DVD-диск в сегодняшнем обзоре — это «Американская история X», где снялись два Эдварда, Эдвард Нортон и Эдвард Ферлонг. Здесь он сыграл роль такого расиста, нациста. Самая ранняя работа Эдварда Нортона в моей коллекции. Следующее кино — это фильм «Фрида», где также снялся Эдвард Нортон вместе с актерами Альфред Молина, Джеффри Раш, Антонио Бандерас и, конечно же, Сальма Хайек. Здесь он играет роль второго плана. Далее, следующее кино — это фильм Бретта Рэтнера про Ганнибала Лектора «Красный дракон». Главной в роли Ганнибала Лектора, конечно же, Энтони Хопкинс. Также вместе с Нортоном здесь снялись Ральф Файнс, Харви Кейтель и другие актеры. Это у нас предыстория того, что было в фильме «Молчание ягнят». Далее кино Ридли Скотта «Царство небесное». В данном кинофильме также снялся Эдвард Нортон. И в данной картине он сыграл роль короля Балдуина IV. Такую роль второго плана. Далее, следующее кино с Эдвардом Нортоном — это «Невероятный Халк». Один из первых фильмов кинематографической вселенной Марвел. Здесь вместе с Нортоном снялись Лив Тайлер, Тим Рот и Уильям Хёрд. Но после этого фильма пошли разногласия всякие, и Эдвард Нортон не стал сниматься в дальнейших фильмах киновселенной Марвел в роли Халка. Следующее кино — это фильм Уэса Андерсона «Королевство полной луны», где помимо Эдварда Нортона также снялись Билл Мюррей, Брюс Уиллис и Тильда Свинтон. И здесь он сыграл роль преподавателя этих скаутов, которые в фильме. Фильм Уэса Андерсона. Далее фильм, четвертая часть про Борна, «Эволюция Борна», где снялись Джереми Реннер, Рэйчел Вайс вместе с Эдвардом Нортоном.
Далее. В следующей картине Эдвард Нортон сыграл самого себя. Это фильм «Диктатор», где у него маленькая эпизодическая роль. Но очень смешная. Далее. Еще один фильм Уэса Андерсона. «Отель Гранд Будапешт». Уэс Андерсон обычно любит актеров, которые уже снимались, приглашать следующие его фильмы. И здесь Эдвард Нортон, наряду с большим числом других известных актеров, также появлялся. «Отель Гранд Будапешт». Далее, следующее кино. Это фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдман» или «Неожиданное достоинство невежества», где снялись Майкл Китон, Зак Галифианакис, Андреа Райсборо, Эми Райан, Эмма Уотсон, Наоми Уотс, ну, конечно же, Эдвард Нортон. Данная картина выиграла «Оскар» за лучший фильм. Следующее кино. Это фильм «Призрачная красота», где главную роль сыграл Уильям Смит, но также помимо Эдварда Нортона снялись Кира Найтли, Наоми Харрис, Джейкоб Латимор, Кейт Уинслет и Хелен Миррен. Такая вот белая накатка. Следующее кино. Это анимационный фильм. Опять же, Уэс Андерсон. Такие вот двухсторонние карточки с разными собаками в данном издании. И в данном кинофильме Эдвард Нортон в оригинале озвучил одну из собак. И, наконец, последний кинофильм из всех, которых снимался Эдвард Нортон, который у меня есть, это «Алита. Боевой ангел». Здесь он сыграл маленькую лирическую роль, очень маленькую, но он все-таки появлялся в данном кинофильме. Это было последнее кино, которое хотел вам сегодня показать. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео и пока.